Александр Сергеевич, вот вы говорили ранее о том, что энергетика Украины, она довольно-таки устойчива, но с Киевом связан другой болезненный вопрос – это транзит газа в Европу. Как вы считаете, удастся ли европейцам договориться с украинцами по этому вопросу? Давайте так уточню. Устойчивая энергетика относительно той картины, которую нам рисует тот же Киев, который за последние года два неоднократно в лице лучших из худших своих представителей рассказывал о том, что ой, у нас все поломано, не надо больше ничего ломать. А что касается договора с европейцами, европейцев не существует. В том смысле, что европейцы – это обобщение групп людей с очень разными интересами и очень разными представлениями о прекрасном. В данном случае мы имеем ситуацию следующего характера. Есть центральные европейские власти, которые провалили политику сдерживания последствий энергетического кризиса, который начался летом 2021 года. Поднимите выступление той же самой Урсулы фон дер Ляйен, скажем, октября 2021 года, и, потрясающе, мы обнаружим там упоминание неких кризисных явлений. А потом оказалось, что кризис, по их словам, начался только в феврале 2022 года. Для чего они это говорят? Для того, чтобы подчеркнуть, мы ни в чем не виноваты, это злокозненная Россия делает нам плохо, а вот все, что плохо происходит, это не потому, что мы что-то провалили, это потому, что вот они неправы. Итак, потому что они нам мешают сделать хорошо. И в этой связи центральные европейские власти не только не будут предпринимать каких-то шагов для того, чтобы обеспечить транзит газа через территорию Украины в страны, заинтересованные в этом транзите. Но, возможно, они будут даже этому мешать. Не факт, но помогать они точно не будут. Потому что здесь у них есть простой политический интерес. Если вы впрягаетесь, извините за низкий слог, в эту историю, то получается, что получается странно. Здесь вы рассказывали о том, что Россия плохая, нам мешает, а здесь вы помогаете России, да, и что российский газ не нужен, от него надо отказываться. А здесь вы как бы помогаете России продолжать поставлять газ. Одно с другим не вяжется, поэтому нет, отбросим эту тему, не будем никому помогать. А с другой стороны, есть страны и компании в этих странах, которые заинтересованы в сохранении транзита. Вот они будут предпринимать все усилия для того, чтобы транзит продолжался. Возможно, пойдут по тому пути, по которому сейчас пошла компания МОЛ, это венгерская компания, у которой есть нефтеперерабатывающие мощности на территории Венгрии и Словакии. Так вот, компания МОЛ, столкнувшись с тем, что она не может получить нефть компании «Лукойл», которая транзитом идет через Украину, она просто стала теперь брать эту нефть на границе Белоруссии и Украины, там нефтепровод идет из России в Белоруссию, из Белоруссии на Украину и далее в страны Европейского Союза. И формально эта нефть уже нефть венгерская, ее можно прокачивать. Возможно, также будут поступать с газом, будут брать его на границе России и Украины и дальше бронировать по существующему, действующему на Украине механизму, бронировать газотранспортные мощности для прокачки этого газа. А вот европейцы, кстати, выкатили иск, по-моему, 20 миллиардов коллективный «Газпрому» за непоставленный газ. Притом газ не поставлен, очевидно, по вине Киева. Как вы думаете, увенчаются ли успехом их вот эти претензии к нашей компании? Двояко. То есть здесь на самом деле нужно... С одной стороны, здесь надо пригласить какого-нибудь эксперта по Международному праву. такого рода разбирательствам, тут даже не по международному праву, по такого рода судебным разбирательствам на территории Европейского Союза. Я таковым экспертом не являюсь, я могу опираться только на тот опыт, который к настоящему моменту накоплен. Может быть и так, и так. То есть мы видели за последние 2,5 года, то есть после начала СВО, мы видели разные решения судебных органов на территории Евросоюза в отношении газовых исков. Кто-то подтверждал, да, «Газпром» виноват, должен невероятное количество денег заплатить, а кто-то подтверждал, что нет, «Газпром» не виноват, форс-мажор, поэтому, извините, ваши претензии не имеют никакого смысла. К примеру, примером такого решения является разбирательство с финской стороной. Тут надо пояснить. Коллективный иск как таковой, выглядит сомнительно по ряду обстоятельств.
поставки газа прерывались по разным причинам. Где-то прерывались поставки газа из-за технической неисправности, связанной с газоперекачивающими агрегатами, стоявшими на компрессорной станции «Портовая». Эта компрессорная станция в прежние годы обеспечивала прокачку газа через Северный поток. Технические неисправности были не сродни поломок, а это были неисправности, которые накапливались постепенно, и по регламенту требовалось проводить капитальный ремонт. Капитальный ремонт, времени мало, не буду объяснять почему, надо было проводить в Канаде. Если кратко, это на компрессорной станции стоит оборудование компании Rolls-Royce, производство, на котором выпускалось это оборудование, принадлежит Siemens, производство расположено в Канаде. Ну и, соответственно, на завод-изготовитель надо отвозить было эти турбины, чтобы их там отремонтировали, вернули обратно. Компания Siemens признала, что в текущих условиях она не может выполнять взятые на себя обязательства. Возможно, ей надо иск выкатить, но нет, компании Siemens никто не будет выкатывать никакой иск по той банальной причине, что у компании Siemens сейчас и без того большие проблемы, и людям объяснят, что компании Siemens приставать не надо. Это первая проблема, то есть сокращение поставок не по злому умыслу, а потому что вот есть объективные причины. А вторая ситуация – это когда какая-нибудь компания, вроде вот финской стороны, говорила, мы не будем пользоваться рублевой схемой. Рублевая схема оплаты подразумевает, что контракт сохраняется прежний, ценообразование сохраняется прежнее, но евро, который образуется по вот этому контракту, вы должны завести на территорию России на специально открытый счет в Газпромбанке. С этого счета эти евро отправляются на Мосбиржу, где они конвертируются в рубли. Эти рубли поступают на другой счет, который вы, покупатель газа, открываете, опять же, в Газпромбанке, рублевый счет. И с этого рублевого счета деньги уже идут Газпромэкспорту. Все. Некоторые компании в Европе сказали, мы не будем. Нет, ну что вы, мы не можем пользоваться этой схемой. Газпром прекратил поставки. Не потому, что он такой злой, а потому, что правительство Российской Федерации, точнее, указ президента Российской Федерации прямо запрещает Газпрому отправлять газ в адрес тех компаний, которые не пользуются этой схемой. То есть Газпром бы нарушил российское законодательство, если бы это сделал. Здесь форс-мажор, опять же, признанный в Европе. И третья есть причина – сокращение спроса. Сейчас с «Газпрома», как видно по ряду заявлений, пытаются слупить, и опять же, извините за низкий слог, деньги за все, что происходило на газовом рынке Европы за последние 3 года, то есть с начала энергетического кризиса. То есть вы теряли деньги из-за того, что у вас архитектура газового рынка бестолковая. Кто виноват? «Газпром» виноват, «Газпром» заплати. То есть в прежние годы наверняка также попытались бы сделать так же, потому что компания вот здесь теряет деньги, откуда а деньги она терять не хочет, поэтому она пойдет в суд, попытается эти деньги получить от кого-то еще, если есть хотя бы малейший шанс их с кого-то выбить. Насколько это получится, неизвестно. В общем, там сложно все. Так, наверное, не стоит. Видимо, ситуация аналогичная с тяжбами по поводу северных потоков. Там страховщики пытаются, точнее, со страховщиков пытаются взыскать тоже деньги, но, видимо, за якобы этот страховой случай, подрыв их. Но, наверное, там тоже все сложно, и не факт, чем закончится. Здесь нам бы стоило посмотреть условия вот этого страхового контракта, там же договор подписывается, там перечисляются условия, при которых какие-то суммы будут выплачены, описывается, какие суммы, при каких условиях. Или, по крайней мере, механизм определения этих сумм также прописывается. Вот, видимо, собственник, оператор, говорит, этот случай подпадает и некий пункт называет. А страховщики говорят, нет, этот пункт мы ни в коем случае не можем считать соответствующим данной ситуации, поэтому мы ничего платить не будем. По сути, да, мы тоже идем, мы, некая компания, которая является оператором Северного потока, идет и требует деньги. Совершенно справедливо требует. Потому что, мягко скажем, нетривиальная ситуация, и, по идее, надо заплатить. Но там, видимо, такая сумма получается, что страховщики до последнего, то есть дело даже не в политике. Там, видимо, очень хорошая сумма, потому что и газ потерян, и материальный ущерб непосредственно инфраструктуре нанесен, то есть ее надо восстанавливать.
И, возможно, исходя из некого пункта, на который ссылаются, там получается такая сумма, что, ну, возможно, страховщик несколько разорится. Разоряться он не хочет, он-то думал, что он страхует. Ну что может с газопроводом случиться? Что его взорвут, что ли? Да смешно. А тут его взорвали. Поэтому будут судебные разбирательства и дальше. Мгм. Поступила новость о том, что в Беларуси «Газпром» будет строить СПГ-завод. Зачем, собственно говоря, Лукашенко завод производства СПГ, если Беларусь, она вроде как не экспортер топлива? СПГ это не только форма для экспорта газа. СПГ это просто газ в жидком виде. И удобно ли его везти куда-то, куда труба не проложена? Ну да, при прочих равных условиях, да, это удобно сделать. Если у вас есть необходимые суда, терминалы и так далее. А на той стороне есть регазификационные терминалы. Но сам по себе СПГ – это продукт с самостоятельной ценностью. То есть СПГ можно использовать как газ для автономной газификации, то есть труба не проложена, но вы можете поставить газгольдер, туда можете сливать СПГ, довезенный просто автотранспортом, специализированным, но все-таки автотранспортом, и использовать газ просто вот в поселке неком, как будто у вас есть сетевой газ, но вы подключены не к трубе, а вот к этой емкости, в которую периодически газ заливается. Это как один из примеров. А другой пример связан с конкретно планами правительства Беларуси. Они собираются дальше развивать газомоторное направление. Тут вот на Тюменском нефтегазовом форуме, на ТНФ, выступал министр энергетики Тюмени, министр энергетики Беларуси выступал, который прямо заявил о планах этой страны по развитию газомоторного направления, и он всех приглашал. В общем, все интересующиеся могут, наверное, приехать посмотреть, как это будет происходить. Но завод по производству СПГ – это прекрасное средство для того, чтобы обеспечить моторным топливом те автомобили, которые будут использовать СПГ в качестве моторного топлива. Индустрия СПГ как моторного топлива активнейше развивается. Относительно медленно на постсоветском пространстве, но, скажем, в Китае она просто семимильными шагами. Там речь идет про сотни тысяч транспортных средств, при том, как правило, это либо пассажирские, автобусы, либо это большегрузы некие, которые работают на СПГ. СПГ это очень выгодное, очень и дешевое, кстати, относительно, скажем, бензина и дистоплива, дешевое моторное топливо. Все желающие, опять же, могут присмотреться. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.